Официальный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это новый геймплей со страйкбольной игры. Я знаю, вы скучали по этому формату, поэтому я решил его возродить. Не так давно, благодаря магазину Airsoft Rules, я стал владельцем АК-12 от Arcturus, и как вы понимаете, в этом видео я буду играть именно с ним. Параллельно расскажу, как я его обвесил для первой игры и с какими проблемами столкнулся. Поехали! После карантина это была наша первая страйкбольная игра, и все было как в первый раз. Причем не только у меня, но и у Лехи, который решил попробовать себя в роли снайпера. Итак, начнем с моего снаряжения и как я обвесил свой АК-12. Из снаряжения я взял боевой пояс с утилитарками, гранатными подсумками, подсумком под сброс и 4 быстрыми подсумками под магазины. Это очень удобная штука, потому как можно, не меняя подсумков, сменить магазины с привычных мне М4 на магазины от АК или АК-12. Остальные магазины, шары с лоудером и набор аккумуляторов с павербанком для камеры я разместил в компактном нагруднике. Это мой стандартный набор. В качестве маскировки я взял накидку Химера от Stitch Profi. Дополнительные гранаты, шары и всякое съемочное я бросил в рюкзак Rubicon, также от Stitch Profi. Его я оставлю на респе. В качестве основного оружия я взял АК-12 от Arcturus. Полностью в базе, в нем я ничего не менял. Даже резинка стандартная, потому как она вроде даже неплохо крутит 0,3 шары. Поиграю пока так, потом посмотрим, может быть поменяю. У меня был выбор поставить прицел на низкой или на высокой базе. Пользоваться АК с прицелом на низкой базе, конечно, удобнее. Но так как я буду использовать камеру на оружии, мне придется использовать коллиматор на высокой базе, чтобы камера не закрывала прицел. Еще я повесил эту самую зум-камеру, чтобы снимать, куда привод стреляет, ну и повесил тактическую рукоятку на цевьё. Игру я начал в роли квестового персонажа, за голову которого игроки могли заработать неплохие баллы для своей стороны. Леха играл за желтую сторону со снайперской винтовкой ВСР-10. Его миссия как раз и заключалась в том, чтобы найти меня и мою группу и уничтожить, ну и отобрать голову. Мы ищем диверсионную группу. Мы ищем диверсионную группу. Внимание, у нас противника справа, нашего сняли справа. Дима, прием. Леха налажал с настройками зум-камеры, и кадры получаются вот такие. Да. Все как в первый раз. Ну и справедливости ради стоит сказать, что камера Runcam Scopecam Lite просто отвратительная. Она постоянно глючит, зависает и дает двоящую картинку. Так, 20-30 метров впереди тебя, прямо. За деревом. Да, я принял. Я иду обходить противника. Там возле респа у нас противник. Пока Леха с частью команды Red Army искал нашу группу, мы напоролись на группу противника, которая нас и потрепала. Половина моей группы была уже уничтожена, а я лежал раненый. По правилам, голову можно было забрать только имея страйкбольный резиновый нож. То есть сначала меня нужно было ранить шариком, а потом с помощью резинового ножа забрать голову. Голова, кстати, реально была в рюкзаке. Кажется, я вижу мертвого Евгеньевича слева от нас. Вот там прямо Евгеньевич мертвый, надо ему бошку отрезать. К нему подойти аккуратно. Группа, работаем внимательно, левее, может быть шумкой противник, там Евгеньевич, работаем аккуратно. -1. Противник слева, вон там, за деревом.
Режьте бошку быстрее. Проблема заключалась в том, что у Лехиной группы ножа просто не было. Все как в первый раз. Евгеньевич, отдай нож. У меня нету ножа. Отдай нож, по-хорошему. У меня нет ножа. Евгеньевич, давай без ножа. Нельзя, по правилам все. Евгеньевич, давай без ножа. Если вы пришли на спецоперацию без ножа, это ваши проблемы. Пока Леха выяснял, что ему делать без ножа, с фланга подошла другая группа Red Army, играющая за синюю сторону, то есть противоположную. Юра, ляг. Убить. Евгеньевич, Проебались, ебались. Будете ножи носить. Они технично закрыли дымом обзор снайперу и прижали Леху огнем. убит. Леха минус. Убит. Эти Red Army оказались более подготовленными. По крайней мере, у них был нож. Где? Башка-то где, блядь? В рюкзаке. Режь аккуратно. Пока одни бойцы заливали противника шквальным огнем, Бука мародерил рюкзак. Ходим. Ничего не скажешь, технично. Отрезали голову, иду на базу. Ну они вообще красавцы подошли. Прям пиздец. После смерти за NPC я вышел играть за желтую сторону, то есть вместе с Лехой. Наша новая задача заключалась в том, чтобы захватить точку в 4-м здании, и мы начали к нему пробираться. Вроде не стреляют, да? Ну вот смотри, раз, два, три и 4 то. Так здесь еще все заколочено. То есть надо только с той стороны заходить. Вход с другой стороны. Придется обходить прямо под носом у противника. На 2-м этаже кто-то есть, и он меня спалил. Дожили. Я промазал гранатой. Все как в первый раз. Убит. Это были опять Red Army, которые играли за синий. Я нафиг снял тактическую рукоятку с цевья, потому как по факту она только мешается. Так, пора бы уже собраться и начать играть. Моей группе дали задание устроить диверсию. Группа противника атаковала точку номер 3. И по плану мы должны были пролезть между двумя группами противника и сделать так, чтобы они начали перестрелку друг с другом. Мы начали аккуратно пробираться по краю зданий. Леха минус. Давай справа как-нибудь обойдем и в тыл им зайдем. Спустя какое-то время мы оказались на нужной позиции. Я смотрю в тыл противнику, шумка в кустах прикрывает меня со спины. Шума, может что-то делать надо начать, потому что там такой штурм идет. Моя ранкам на автомате начала тоже виснуть и отказалась работать. Противник поставил дымы и начал наступление. Надо дождаться и начать стрелять в спину. Ну и на... Не даешь. Он подумал, что я свой, а я не свой. Парням у дома тоже досталось в спину.
Я решил снять камеру, чтобы она тоже не мешалась. Все равно не работает. Да, камера на голове сползла вниз. Все как в первый раз. Кстати, после этой игры я придумал, как сделать крепление на панаму, которое бы давало всегда нужный ракурс. Как только мы его доделаем, ссылкой на 3D модель я поделюсь. Я своего добился. Группа противника в лесу начала перестреливаться с противником у дома. Орут, что свои, опять приняв меня за союзника. Но мы-то не свои. У дома стоит один или где? Или где ты снял? Опять получили в спину. И опять перестрелка между синими в лесу и синими у дома. Похоже, Шумку убили, и я остался один. Больше мне спину никто не смотрит. Придется самому контролить по звуку обе стороны. Убит. Синий. И еще разок очередь в спины. И опять перестрелка синих из леса с синими у дома. Похоже, они наконец отправили кого-то проверить угол, где я сижу. Ты в курсе, что повязка на ноге должна быть? Убит, убит. Так, тебя тут не выключили. Убит! Наглости должен был быть предел, вот и я наконец словил маслину. Серьезная миссия. Бабушка-подрывник должна оказаться возле домика. Впереди у нас бравый Шума, он сейчас почистит все. Работаем. Спецназ. Только бы не упасть. Так, давайте держим 3 метра. Тишина и тихонечко идем. Как вы уже, наверное, поняли, наша миссия целым и невредимым довести подрывника до точки, чтобы он подорвал здание. В лесу главное не делать резких движений, потому как противник в 90% случаев ориентируется по движению. Чтобы тебя не заметили, нужно двигаться максимально плавно, ну и ходить в полный рост тоже не стоит. Домик уже совсем рядом. Это то самое место, где я сидел. Проблема в том, что противник и с той, и с другой стороны. Почти. Я-то на месте и цел, а вот подрывник убит и миссия провалена. Все как в первый раз.
Я попытался вернуться на прежнее место и заняться тем же самым, то есть стрелять в спину. Но все-таки жизнь кого-то чему-то учит, и меня быстро нахлобучили. Убит! После этого я оступился, серьезно подвернул ногу и выбыл из игры. Не переживайте, с той игры уже прошел месяц и нога уже в полном порядке. Ну и напоследок несколько впечатлений от игры с АК-12 от Arcturus. Во-первых, даже в базе на 7,4 вольтовом аккумуляторе он отлично работает. Скорострельность крайне комфортная, без лишнего перерасхода шаров. Базовая резинка Hopapa неплохо справляется с закруткой 0,3 шаров. При выхлопе в 115 метров в секунду шары ровно летят на 50 метров, чего на этой игре мне было достаточно. Баланс привода очень приятный, даже при перезарядке, при удержании одной рукой привод не клюет вперед. Играть комфортно даже после моей любимой М-ки. А вот магазины оказались проблемные. Мало того, что они тут свои уникальные, их конструкция оказалась не самой удачной. Если не зафиксировать пятку изолентой, то при малейшем нажатии на пятку тыльник слетает и теряется. После чего выпадает внутрянка и подача шаров прекращается. Лично я одну пятку потерял сразу, после чего все магазины зафиксировал изолентой. Справедливости ради стоит сказать, что пружина в магазинах стоит сильная и подача шаров стабильная. Надеюсь, Arcturus обратят внимание на выявленную проблему и доработают конструкцию. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях. Не забывайте ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. С вами был Евгеньевич. До скорого!